Истории инки из Лапландии. Сага Ачаевви-Луовда. Древнее пророчество. Часть 4. Инка летела сквозь бездну и ступила в Нижний мир. Аметист в ее руке мягко светился фиолетовым светом. Он был проводником между мирами. Стражи Суолло-Манде уже ждали ее. Они сообщили, что мать безмолвия скоро придет. Шаманка огляделась. Она впервые была в Нижнем мире. Этот мир не пугал ее, но тишина здесь была иной. Она не просто отсутствовала, она давила, останавливала дыхание, гасила волю. Суолло-Манда не заставила себя долго ждать. Она появилась внезапно, словно сама тишина обрела форму. Мать безмолвия была прекрасна. Ее присутствие ощущалось не звуком, а глубокой, всепоглощающей тишиной, окутывающей весь Нижний мир. Она — хранительница тайн, скрытых в самой глубине земли, там, куда никогда не проникает солнечный свет. Вокруг раскинулись величественные пещеры, из темной водной глади поднимались гигантские кристаллы, сияющие холодным светом. Это были факелы матери безмолвия. Они освещали путь, но не давали тепла. Вода здесь была темной, как ночь, и неподвижной, как застывшее время. Иногда лишь редкие капли падали со сводов пещер. Суолло-Манда подошла к инке. Ее взгляд был устремлен прямо в глаза шаманки, спокойный и глубокий. «Добро пожаловать, инка, дитя земли и неба, в мой Нижний мир!» «Приветствую тебя, Суолло-Манда», — ответила инка. «Ты уже знаешь, что я пришла за Ачаевви-Луовдой». Слова прозвучали и сразу утонули в тишине. «Я пришла по просьбе ее родителей, твоего сына Гувласа и Саэлье. Мы просим тебя вернуть ее». Вода в пещере едва заметно дрогнула. «Вернуть?» — повторила мать безмолвия. «Куда?» «Она дитя равновесия», — ответила инка. «Она соединяет миры». Суолло-Манда покачала головой. «Она еще не умеет соединять миры. Она слишком мала и беззащитна». Ее взгляд стал холоднее. Суолло-Манда продолжила. «В верхнем мире ее будут бояться, а в среднем ей небезопасно. Если мои стражи смогли забрать ее без сопротивления, это смогут и другие. А здесь, в моем мире, она в безопасности. Здесь никто не посмеет причинить ей зло». Инка сжала аметист. «Но нельзя отнимать ребенка у родителей. Ты знаешь эту боль». Голос инки стал тверже. «Гувлас сделал свой выбор, будучи взрослым. А ты лишаешь дитя родителей и родителей их дитя». Тишина сгустилась.
Глаза Суолла Мадды вспыхнули холодным синим светом. «Ты права, Инка, дитя земли и неба!» И она медленно произнесла: «Дитя должно расти среди своих родных и в безопасности. И я ее родная бабушка». Ее голос стал глубже. Ее родители уже сделали ошибку. Они оставили ее одну, без присмотра. На месте моих стражей могли быть другие силы, которые уничтожили бы ее. Чтобы Чайви Ловда удерживала равновесие миров, она должна быть в безопасности. И только здесь, в тишине, что старше времени, она вырастет под защитой самой глубины. Только здесь ее дыхание станет ровным, как течение подземных вод. Только здесь она научится держать равновесие не между светом и тьмой, а внутри самой себя. И только здесь она станет той, кем ее задумали миры еще до ее рождения. Инка долго молчала, а потом почти шепотом спросила: «А ее родители?» Суолла Мадда посмотрела на Инку глубоко, будто сквозь нее, сквозь миры. «Передай им», — произнесла она, ее голос разошелся по пещерам, как холодный свет. «Если они хотят быть рядом со своей дочерью, пусть оставят свет, пусть оставят небо, пусть забудут ветер и навсегда выберут тишину». Пауза легла между словами, как граница между мирами. «Тогда они будут вместе, здесь, с ней». Ее взгляд стал мягче, но в этой мягкости была древняя, непреклонная сила. «Я делаю это из любви к своей внучке». Она чуть наклонила голову. «Выбор есть всегда, но не каждый выбор принадлежит сердцу». Инка не ответила. В ее руке аметист дрогнул. Его фиолетовое сияние стало тускнеть, словно сама глубина отнимала у него свет. Путь закрывался. Тихо, неотвратимо. «Это изменит миры», — сказала Инка. Суолла Мадда не отвела взгляда. «Да», — ответила она, — «но лишь тогда, когда она будет готова их изменить». Тишина стала глубже, почти осязаемой. Инка закрыла глаза и сжала камень. В этот миг она взмыла вверх, сквозь толщу земли, сквозь границы миров, сквозь невидимую судьбу, обратно в средний мир.